Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Господа, кто из нас не хочет долго жить? Великие умы давно бьются над этой проблемой. И пока продлить жизнь человеческого организма у них плохо получается. Однако есть на нашем шарике создания природы, которым не надо задумываться над строением клеток своего организма. Они просто живут сколько захотят. Встречайте гренландскую полярную акулу или малоголовую полярную акулу. Она же атлантическая полярная акула, вид рода полярных акул, семейства сомниозовых акул, отряда катранообразных. Ну а для того, чтобы повстречаться с этим жабродышащим древним созданием, нужно подняться вверх по глобусу и закинуть сети туда, куда ни одно здравомыслящее существо не сунется, в полярные воды Северного океана. Причем делать это лучше ночью, ибо только в темное время суток наша таинственная героиня поднимается с глубин выше отметки в 2000 метров. Справедливости ради надо сказать, что гренландская акула, несмотря на свое название, обитает не только у берегов этого острова, но и заплывает на территории Норвегии, Германии, России и США. Большие белые акулы – это просто мелочь по сравнению с этими глубоководными родственниками. Гренландская акула может достигать рекордных 7 метров в длину и 1,5 тонны веса. Но это рекордсмены. А поскольку самки у акул значительно крупнее самцов, то скорее это рекордсменши. Обычные же размеры океанских хищниц 2-4 метра, а вес 400 килограммов. Ну и теперь самое интересное. Чтобы достичь таких размеров, подводному левиафану приходится потратить немало времени, примерно от 300 до 500 лет. Да, а в чем же секрет долголетия этой маленькой животинки? Кстати, у полярной акулы на нашей планете есть всего один конкурент по степени долгожительства. Это глубоководный моллюск по имени океанический венус, поднятый со дна морского океана близ Исландии. Его возраст определили в 507 лет. Но вернемся к секретам. Как эти обитатели северных глубоководных районов умудряются столько жить? Ну, во-первых, вспомните про размеры. В северных водах охотиться на 6-метрового гиганта попросту некому. Соответственно, отсекаем случайную смерть от зубов других хищников. Во-вторых, гренландская акула – откровенный тормоз. Помните ленивца? Благодаря замедленному метаболизму и прочим замедленным штукам в своей жизни он умудряется жить до 40 лет. Так вот, метаболизм гренландской акулы тоже самый медленный среди всех своих сородичей. Это значит, что все процессы у нее замедлены, в том числе и старение. Впрочем, зимой, когда температура соленой воды падает до -2 градусов по Цельсию, даже низкий метаболизм не в силах спасти от обморожения. И тут в дело вступает триметиламиноксид, выговорила. Это вещество со страшным названием превращает кровь акулы в антифриз, то есть благодаря его действию кристаллики льда в крови просто не образуются. Ну а анализ ученых показал, что средняя продолжительность жизни гренландских полярных акул достигает как минимум 272 года, что делает их долгожителями-рекордсменами среди всех позвоночных. Возраст самой большой акулы длиной 520
сантиметра исследователи оценили в 392 плюс-минус 120 лет, то есть больше 500. А как великие умы об этом узнали, спросите вы? Они провели радиоуглеродный анализ ядра хрусталика глаз полярной акулы. В исследовании принимали участие 28 женских акульих глаз. Однако при всех однозначных плюсах физиологии гренландской акулы встает один вопрос. А как охотятся? Ведь акула – это сверххищник, а значит питается она рыбой, тюленями и другими акулами. Но как можно со скоростью в 1,5-2 км в час догнать хоть кого-то? Но тут наша старушка достает из рукава один козырь за другим. Во-первых, вспоминаем про замедленный метаболизм. Необходимости часто есть, у этой акулы нет. А во-вторых, умудренная жизнью рыба научилась использовать своих врагов себе во благо. Полярная акула использует собственных паразитов как приманку. На гренландских полярных акулах паразитирует веслоногий рачок. Помимо того, что он питается глазами акулы, он еще и обладает способностью к биолюминесценции, благодаря чему у полярных акул вокруг глаз может наблюдаться зеленоватое свечение. Ну а в кромешной темноте свет – это лучшая приманка, потому не очень умные рыбешки плывут гренландской акуле прямо в пасть. А что же с тюленями? Ученые предполагают, что апатичная рыбина просто как волчок кусает за бочок спящих на краю льдины тюленей. Ну и немного о геронтофилии. Логично, что половозрелыми гренландские акулы становятся очень поздно, примерно в 150 лет. А так как их амурные приключения скрыты под километровыми толщами воды, особые подробности любовных игрищ нам неизвестны. Каждая беременная акула хранит в себе по несколько сотен детишек в кожистой упаковке, но мать покидает не больше десятка. Остальных просто съедят выжившие братья и сестры еще в утробе. Уцелевшая ребятня бросается в рассыпную сразу же после рождения, ибо мамаши из гренландских акул так себе, ведь для них прекрасной закуской могут стать их собственные детеныши. Ну а полярным акулятам предстоит долгая жизнь на океаническом дне. Охотиться на них никто не будет, ведь мясо у нашей старушки из-за переизбытка в нем мочевины просто отвратительное. Кстати, по этому поводу есть поверье, что одна женщина вымыла свои волосы мочой и растянула их сушиться по веревке рядом с тряпьем. Ветер подхватил тряпье и бросил его в море. Так и появилась гренландская полярная акула. Ну а что, похоже, северные людишки, несмотря на этот отвратительный вкус, конечно же ловят гренландскую акулу. Для них ее мясо – это традиционное блюдо. Однако добывают полярную акулу лишь в малых количествах, ведь объявлять промышленный лов вонючей рыбы не самая удачная идея. И поэтому популяции полярных акул не грозят даже люди. В свою очередь, людей полярная акула почти не трогает, потому что там, где она обитает, их попросту нет. Наверное, одна из них лет через 500 вспомнит, что когда-то по суше бегали какие-то там голые обезьяны. А вы хотели бы жить 500 лет? Напишите в комментах, какая продолжительность жизни идеальна для человека, по-вашему. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы
бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!